Всем привет, это Денис Вебер. Когда я начал заниматься 3D, я и не думал, что почти все 3D модели создаются из такого простого куба. Пройдут часы, дни или даже недели, прежде чем модель станет похожа на что-то совсем неотличимое от объекта в реальной жизни. 3D мне напоминает работу скульптора, который из большого куска камня вырезает свое объемное произведение искусства. Думаю, что сейчас я могу создать в 3D все, что придет мне в голову. Идеи на самом деле витают в воздухе, и их просто нужно вовремя поймать. Скажу честно, я никогда не фанател от игр про военную технику. Даже в детстве я больше любил стрелялки или драки типа Contra или Comic Zone. Наверное, почти все из вас когда-нибудь играли в Battle City на Денди. Примитивная по нынешним временам игрушка, в которой вы управляете танком и всеми силами пытаетесь спасти свой штаб. Создатели одной из самых популярных современных игр про танки точно вдохновлялись именно той самой Battle City. Я играл в World of Tanks всего несколько раз, и мне по душе больше, например, Call of Duty. Но я не могу не согласиться, что набор и проработка танков в танковом симуляторе просто поражает воображение. В игре представлено целых 11 стран, от СССР и до Италии, и несколько видов техники. Пусть меня поправят фанаты игры, если я где-то буду неточным. Есть легкие, средние, тяжелые танки, самоходки и тому подобное. Возможность модернизировать свои машины и менять их комплектацию. Для фанатов военной техники тут просто раздолье. Однажды я наткнулся на рекламу одного из танков, который создатели игры презентовали в таком крутом видео. И я подумал, не могут же разработчики даже самой навороченной игры добавить туда вообще все существующие модели танков. Да, гараж техники огромный, но каких-то моделей в нем точно нет. Я залез на вики World of Tanks и не нашел в списке несколько достаточно известных танков. Думаю, что вы уже догадались, я решил создать один из таких танков и сделать для него такой же рекламный ролик. Так, если бы именно его добавили в игру и презентовали игрокам. В этом видео я расскажу, как выбирал танк, как моделировал и добавлял для него текстуры, и покажу то самое промо-видео с уже созданной мной моделькой. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет интересно. И не забудьте подписаться на канал Polyroad, чтобы ничего не пропустить. В вики танков на самом деле очень много машин из разных стран, но я сразу решил, что хочу делать танк производства СССР. Наверное, самый популярный танк вообще во всей истории — это Т-34. Про него писали книги, снимали фильмы, и если обычного обывателя спросят про танки, первое, что может прийти ему в голову, именно Т-34. Этот танк относится к средним по массе, и по своим характеристикам и качествам мне приглянулись танки именно такого класса. Так я нашел танк Т-24, который был создан в далеком 1930 году. Что примечательно, эта модель была вообще одной из первых советских боевых машин среднего класса, которую пустили в серийное производство. Танк имел возможность вести огонь сразу в нескольких направлениях одновременно, но был слишком высоким по габаритам, имел проблемы в координации вращения башен и системе охлаждения двигателя. Несмотря на то, что Т-24 стал улучшенной версией уже существующего Т-12, он все равно не поступил на вооружение войск армии и был вытеснен более современными машинами. Но мы с вами можем помечтать и дать танку второй шанс, ведь именно конструкторы Т-24 впоследствии разработали культовый Т-34. В World of Tanks есть чехословацкий танк Шкода Т-24, но, как вы могли понять, он не имеет никакого отношения к советской боевой машине. Для создания 3D моделей часто используют готовые чертежи или blueprints. Вы просто вводите в поиске Т-24 blueprint, и если повезет, сможете скачать чертеж нужного танка. Мне повезло с чертежом, и я скачал сразу несколько референсов, чтобы рассмотреть танк со всех сторон. Я заранее примерно наметил план действий и решил начать с основы всего танка, его корпуса. Суть моделирования по чертежам в том, чтобы понять, как модель должна выглядеть с разных сторон. Это может показаться просто, но приходится быть мега внимательным и не пропускать никаких мелочей. Все-таки мы с вами хотим сделать как можно более точную копию танка, чтобы он мог передвигаться своим ходом и его наконец-то взяли на вооружение в армию. Когда я доделал основу корпуса, сразу взялся за башни. Их в танке целых 2 штуки. Может быть, с технической точки зрения это было не самым лучшим решением, но задумка просто отличная. В левой задней части танка сияет красный глушитель. Глядя первый раз на Т-24, я подумал, что конструкторы поместили туда бак с горючим и уже начал было возмущаться, но потом присмотрелся и понял, что все в порядке. Сейчас может показаться, что все идет быстро и части танка создаются из
обычных кубов и цилиндров, но поверьте мне, у этого танка достаточно много маленьких деталей, которые мне придется моделировать совсем скоро. Одна из таких частей — хвост. Что интересно, он был достаточно популярен в танках Первой мировой войны и использовался для удлинения опорной поверхности машин. Хвост был съемным и помогал преодолевать окопы, не позволяя танку опрокидываться. У Т-24 хвост состоит из нескольких металлических полозьев, соединенных между собой. Я собрал его, а потом несколько раз возвращался и редактировал его части, пытаясь максимально точно приблизиться к оригинальной конструкции. Самое время создать ходовую часть. Она состоит из опорных и поддерживающих катков, а в роли подвески используются вертикально установленные пружины. Только сейчас, когда я начал создавать модель танка, понял, как вообще они передвигаются и работают. Я слегка помучился с созданием ведущего колеса, но в итоге все получилось. Танк обладает колесами разных диаметров, 16 парных колес снизу и 8 сверху. Итого целых 48 колес для одной машины. Хорошо, что в 3D можно клонировать созданные модельки. Я смоделировал по 4 тележки подвески и закрепил на них колеса. Здесь есть еще небольшие элементы тележки, которые могут быть незаметны с первого взгляда. В блендере с помощью настроек можно таким интересным образом показывать созданные модельки. Программа просто раскрашивает каждую отдельную модельку в свой случайный цвет. Мало того, что теперь танк выглядит как аттракцион в парке развлечений, еще и моделировать стало гораздо удобнее. Гусеничный движитель — одна из самых важных частей танка. Без него он просто не сдвинется с места. Само движение в танках происходит с помощью перематывания гусеничной ленты. Даже имея на руках референсы с разными ракурсами, у меня никак не получалось сделать гусеницы, которые были бы похожи на оригинал, и я потратил на их создание достаточно много времени. Можно создать кривую, одну ячейку гусеницы и с помощью модификаторов размножить ее и пустить в нужном направлении. Я действительно потратил не один час, чтобы гусеничная лента меня устроила. Я буду красить танк, и делать это в программе Substance Painter. Она обладает огромным набором крутых штук. Например, с помощью текстур можно сделать похожие болтики. На вид они, конечно, будут отличаться от тех, что я моделирую здесь, но, как вы увидите чуть позже, я добавлю на текстуры достаточно большое количество мелких элементов. В верхней части находится 45 мм пушка образца 1930 года. Интересно, но только часть из всех собранных машин получили такие штатные пушки. По бокам, на верхней башне и в передней части целых 4 пулемета калибра 7,62. Так как они одинаковые, то и эти модельки можно было просто скопировать. Я уже смоделировал почти все основные части танка, и дело оставалось за деталями. Я добавил буксирные серьги в переднюю и заднюю часть и еще парочку по бокам. В задней части есть отверстие для охлаждения двигателя, которое прикрыто сеткой. Если в реальной жизни охлаждение не работало как надо, в нашей версии танка все будет в порядке. Мне осталось доделать буквально несколько деталей, чтобы отправить танк на покраску. Запомните это кольцо, чуть позже оно украдет у меня несколько часов жизни и тонну нервов. Так как танк состоит из соединенных заклепками бронелистов, я решил, что их нужно создать на стадии моделирования. Швы можно было нарисовать и на текстурах, но я подумал, что для них все-таки нужно делать свою геометрию. Теперь он стал выглядеть еще веселее. Для подготовки танка к покраске я разделил его на несколько частей. Основная часть танка — верх, пушки, а ниже башни, колеса и гусеницы. Для каждой части создал UV-развертку, чтобы текстуры в 3D стали соответствовать текстурам в 2D, и упаковал их. Развертка и подготовка модели для покраски — это одна огромная тема, и если вам будет интересно, я расскажу о ней в одном из своих новых видео. А сейчас я экспортировал модельку и загрузил ее в Substance Painter. Первым делом я запек текстуры, чтобы подготовить их для создания материалов, и если вы присмотритесь, то увидите, что корпус танка выглядит как-то странно. Одни части серые, а другие темнее. Такого быть не должно, а вот в чем причина, я не понимал. Я догадывался, что где-то есть ошибка в геометрии, но не понимал где. Поэтому стал добавлять модельку по частям и запекать отдельно каждую из них, но ничего не помогало. Я потратил несколько мучительных часов, прежде чем совершенно случайно нашел это проклятое кольцо. Почему-то у него была нарушена геометрия, и при запекании текстуры оно их напрочь портило. Я удалил кольцо, и все стало так, как нужно. Я подумал, что если бы танк 1930 года выпуска сохранился до наших дней, он бы обязательно выглядел ржавой, побитой жизнью машиной. Поэтому я выбрал это фото главным референсом для покраски модели. Программа Substance Painter чем-то напоминает Photoshop. Здесь также есть слои со своим порядком и набором настроек, только в отличие от Photoshop, эта программа заточена именно под 3D. Если вы видите 3D модельку, которая выглядит максимально реалистично, возможно, ее красили здесь. Я добавил несколько слоев. На одном краска, а на других металл, ржавчина, потертость
потертости, царапины, сколы и так далее. Даже сам процесс покраски вызвал у меня какой-то огромный восторг. Когда созданная тобой моделька серого цвета у тебя на глазах превращается в настоящий танк времен 30-х, это что-то. Если в 3D все-таки есть какой-то конечный вариант, который может устроить дизайнера, здесь эти рамки сильно размываются. Можно несколько дней сидеть и просто подбирать виды ржавчины, крутя ползунки в разные стороны. И, что самое интересное, это не наскучит. Как я и говорил, достаточно много элементов можно добавить с помощью текстур. Например, все заклепки на бронелистах я добавил именно так. На это ушло пару часов, но оно того стоило. Как и обещал, я сделал видео, которое будет презентовать созданный Т-24. И мне не терпится показать его вам прямо сейчас. Это был очередной по-своему сложный проект, который мне безумно понравился. Если вы хотите поддержать развитие канала или вам понадобится эта моделька танка, ссылки на 3D-стоки я оставлю в описании под видео. Задумывая проект, я часто не представляю, как смогу его реализовать, но когда вижу финальный результат, понимаю, что нет ничего невозможного. Ставьте лайк, если вам понравилась тема танков, и напишите в комментариях, есть ли у вас свой любимый танк. Возможно, в будущем я смоделирую именно его. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять канал Poly Road в списке подписок. И до встречи, скоро здесь будет что-то очень крутое.